Дорогие друзья, мне очень приятно вас приветствовать в наших стенах, потому что у нас традиционно и часто проводятся встречи с представителями разных республик, которые сейчас являются самостоятельными государствами, а когда-то составляли часть нашей огромной великой Родины. Мы с большой грустью переживаем те процессы, тяжелые процессы дезинтеграции, которые проходят на всем пространстве СНГ. Но мы хотим сказать вам одно, что как дружба была, так она остается. Это дружба институциональная, это дружба личная, это дружба научная. И у нас, например, очень много разных контактов в Грузии с учеными Грузии, которые мы продолжаем поддерживать, считаем их важными. И абсолютно уверен в том, что научные связи, как и политические связи, будут укрепляться и как бы подниматься на новый уровень. Мы страны, которых объединяет очень много. И то, что нас объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет. Да, есть проблемы, которые сейчас созданы. Это проблемы, связанные и с Абхазией, и отчасти с Аджарией, и с другими районами. Эти проблемы есть, мы все это прекрасно знаем и понимаем. Но мы страны, которые объединены общей культурной традицией. Это традиция православия, это традиция нахождения в составе общего государства, это традиция общего культурного строительства, которое долгое время было. И, конечно, то, что нас связывает, гораздо больше того, чем то, что нас разделяет. Мы прекрасно понимаем все проблемы и совершенно не собираемся эти проблемы каким-то образом камуфлировать или от них уходить. Они есть. И когда мы пишем какие-то совместные труды, я считаю, что единственно правильным будет честно, открыто говорить о своем мнении. То, что мы считаем нужным, то, что мы считаем правильным, слушая внимательно наших собеседников. Потому что ни у одного человека и ни у одной политической организации нет монополии на истины. Такой монополии не существует. Поэтому нужно научиться делать одну вещь. Надо научиться слушать друг друга. К сожалению, среди политиков эта культура в значительной степени утрачена. Они не умеют слушать друг друга. Средства массовой информации тоже думают, что есть точка зрения только их и неправильная. Вот я полагаю, что мы от этого должны отказаться решительно. И вот когда мы создаем какие-то общие труды, и в этих общих трудах выражаем нашу позицию, мы с уважением относимся к любому мнению, которое нашему мнению не соответствует. И готовы предоставлять место для наших публикаций, для выражения любых других мнений, любых других суждений. И мы очень рады тому, что процесс демократизации в Грузии развивается. Он идет, я бы сказал, в конструктивном направлении, и я бы очень хотел, чтобы... Я переживаю за Грузию. Я очень люблю эту страну. Я неоднократно был в Грузии, особенно в период, когда Советский Союз существовал, да и позже. Вот, и мне очень печально многое то, что там происходит. Я абсолютно уверен, что грузинский народ, мудрый народ, народ, который имеет огромную культурную традицию, сможет преодолеть эти трудности. Я в этом не сомневаюсь. Но мне хочется, чтобы путь, которым идет Грузия, был бы менее долгим. Чтобы этот путь к разумному, цивилизационному и, я бы сказал, такого очень хорошего культурного наполнения, чтобы этот путь был как можно короче, как можно плодотворнее. Наша общая задача сейчас сделать шаг по сближению наших народов. Потому что в значительной степени та сецессия, тот разрыв, который произошел, он болезненно переживается не только у вас, он болезненно переживается и у нас таким же образом. И часто очень представители и Грузии в России, и России в Грузии не являются лучшими представителями наших народов. Мы часто об этом говорим, понимаете? А надо, чтобы люди знали лучших. Наш народ должен видеть лицо партнера, и это лицо партнера должно быть благородным. Оно должно быть честным, оно должно быть открытым. Вот именно к этому мы стремимся и очень хотим, чтобы так это и было. Наш факультет имеет определенную стратегию. Стратегия заключается в том, что мы стремимся готовить аналитиков, прежде всего. И поэтому развитие аналитических способностей – это главное, что мы вкладываем в образовательный процесс. Если мы готовим аналитиков, мы должны базироваться на фундаментальном образовании, мы не конъюнктурны. Мы не занимаемся всякими вещами, которые однодневки. Понимаете, сегодня есть, завтра нет. Мы должны готовить людей так, чтобы они могли на рынке труда в любой момент сориентироваться в разную сторону. Если мы будем готовить по какому-то одному направлению, например, политологическому или какому-то другому, изменяется конъюнктура, он потерян.
А мы хотим, чтобы наши выпускники могли вот в этом образовательном поле всегда чувствовать себя прочно. И поэтому, если вы посмотрите, все директора московских музеев – выпускники МГУ, нашего факультета. Все, без исключения. В администрации президента очень большое количество людей, которые являются нашими выпускниками. В средствах массовой информации лучшие люди, которые более всего понимают, что это такое, это наши выпускники. Ну и так далее, и так далее. Чем это обеспечивается? Это обеспечивается комбинацией нескольких вещей. Первое – это хорошее знание истории, которое мы понимаем только как системное образование. Системное – это значит, что мы не делаем, опять-таки, никаких лакун, мы идем от первобытно-общинного строя к современности без лакун. И для нас является абсолютно важным любой этап человеческого развития. В чем разница нашего образования и образования американского? Я преподавал и там, и там. И могу сказать, ну, например, там преподается история Византии. И вот человек записывается на историю Византии. Он знает историю Византии в рамках вот этого курса. Он берет еще несколько других курсов. Но когда я его спрашиваю, я принимал экзамены и письменные, и устные, и когда я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, что в это время было в Англии? И у него ничего нет. Понимаете? Когда я спрашиваю, что было в это время в России? У него нет. Я уж не говорю, что было в это время Грузии. Тут он вообще не знает. Дай бог, чтобы Давида Строителя вспомнил, но и то я сомневаюсь. Или Тамару. Может быть, Тамара – это единственный из грузинских царей и цариц, которого, может быть, знает за границей. Ничего другого не знает. Понимаете? А мы не хотим, чтобы было так. Мы хотим, чтобы человек, который изучает историю, изучал ее без лакун, подряд. Не отдельными выборочными какими-то местами, а подряд. И мы строим нашу структуру образования именно таким образом. Поэтому у нас есть кафедра древнего мира, кафедра средних веков, кафедра новой новейшей истории, кафедра истории славян отдельно, потому что это отдельный блок, кафедра истории СНГ, потому что это отдельный блок, тоже есть. Затем у нас есть очень мощные лингвистические кафедры. Это кафедра древних языков, потому что древний язык, он логику дает. Не просто знание латыни и греческого или чего-то другого, он еще логику развивает. Поэтому латынь для всех обязательно у нас. Вот. Затем, кроме этого, у нас есть несколько кафедр, которые здесь важны специально. Это археология, это антропология и все вопросы, связанные с этими процессами этническими. Затем это общественное движение и политические партии. Это изучение структур политической жизни. Это тоже у нас есть. И у нас есть кафедра, например, очень хорошая, большая кафедра. Она, наверное, самая большая на факультете. Это кафедра иностранных языков, где изучаются все языки западноевропейские. И восточные мы не берем. Почему? Потому что у нас есть Институт стран Азии и Африки. Институт стран Азии и Африки специально изучает восточные языки. Комбинировать это нам очень трудно. Это отдельная структура. Ну вот, это структура, которая существует, она существует достаточно долго, мы стремимся ее развивать, появляются новые вещи. Ну, например, кафедра истории церкви, где под церковью мы понимаем не только православие, хотя православие главным для нас является, мы это не скрываем, потому что православие формообразующая для нас, как и для вас. Но кроме этого, там изучается ислам, там изучается иудаизм, там изучается буддизм, там изучаются другие традиционные религии. Это важно. И затем у нас еще есть одна совершенно замечательная кафедра. Это кафедра исторической информатики. Потому что сейчас без информационных ресурсов нельзя подготовить специалистов. И поэтому любой наш историк, он обладает информационными ресурсами, владеет этими ресурсами, знает, как составлять базы данных, знает, как оперировать современными 3D-технологиями и многими другими вопросами. Это тоже очень важно. В том числе и реконструкциями историческими занимается эта кафедра. Вот. И естественно, что при вот таком наборе человек, который заканчивает наш факультет, он владеет 2 иностранными языками, он владеет историей культуры и владеет информационными технологиями. И вот если он это умеет делать, все вместе, то он может быть востребован везде. У нас работает чуть-чуть больше 300 преподавателей и сотрудников. Это не так мало. У нас больше 1000 студентов. И соотношение преподаватель-студент очень благоприятно, потому что это примерно 1,3,5. Сочетание такое. Это обеспечивает важную одну вещь, принципиально важную. Принципиально важна индивидуальная работа.
Понимаете? В отличие от многих других вузов, мы все время индивидуально работаем со студентами, которые у нас специализируются. Я помню прекрасно, как я читал курс в Болонском университете. У меня сидит, ну не знаю, 500 или 600 человек, я читаю курс, я с ними не могу никак пообщаться абсолютно, потому что потом только остается какая-то небольшая группа, с которыми я могу там поговорить или пообщаться. Идея какая? В чем разница их образования и нашего образования? Там огромный набор практически без конкурса. И когда происходит этот отдельный огромный набор, то люди постепенно должны сдавать целый ряд экзаменов, курсов проходить. И вот все время происходит отсев, отсев, отсев. И там есть огромная категория вечных студентов. То есть там нет такого, что человек отчислен, причислен, он сдает какие-то экзамены, он переходит на следующий курс, не сдает, не переходит. И вот это все тянется, тянется, тянется. Человек может быть 20 лет студентом. Вот. И в конце концов получается, что между бакалавром и магистром огромная разница. То есть там очень хорошо продвинутые магистры, но кто такие магистры? Это 20 из 1000. Понимаете? То есть это отсев, который произошел, фактически дает прекрасный результат. Это хороший результат. На уровне магистриата они могут быть сильнее, чем мы. Но они сильнее за счет того, что они обучают огромное количество тех людей, которые идут в отвал. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы те люди, которые пришли к нам, они получали качественное образование и доходили до высоких ступеней. Вот в этом разница. И думаю, что поэтому же мы стремимся сохранять 2 степени. Степени кандидата и доктора. Мы не жертвуем 2-й степенью, боремся за это, хотя есть разные здесь точки зрения. Почему мы за это боремся? Потому что если есть 1 степень, и то получается следующее. Я декан факультета, я хорошо отношусь к господину Петрову. Я господину Петрову, который такой же кандидат, как все остальные, даю преференции. Он становится заведующим кафедрой, и очень хорошо, и, так сказать, на основании отношений группы людей он может иметь продвижение. Да? А что такое вторая степень? 2-я степень докторская, это человеку позволяет быть профессором. Почему? Потому что он написал работу, которая достойна этого. Понимаете? Он доказал своей работой, что он достоин этого уровня. И в данном случае это уже не зависит от декана, от кого-то еще. Это зависит от самого человека, потому что он этой работой доказал, что он этого достоин. Сейчас у нас много электронных ресурсов. Вот я бы призвал вас к тому, чтобы вы смотрели, если вас интересуют наши дела и наши заботы, смотрели наш сайт. На нашем сайте не только материалы, которые касаются нашего факультета, а там различного рода гиперссылки и разного рода информационные материалы, которые касаются истории вообще. То есть через наш сайт вы можете войти в библиотеки. Через наш сайт вы можете посмотреть многие издания, которые здесь важны, и получить информацию о том, что происходит в историческом мире. Вот поэтому это важно. Я думаю, что стоит к нему обратиться. Он очень простой. www.histmsu.ru